Следующий вопрос. Как вы относитесь к вариациям упражнений? Насколько велика в ваших планах разница между вариацией упражнений для новичков и спортсменов среднего уровня с вариациями упражнений для продвинутых спортсменов? В моих планах самая меньшая вариация упражнений – это в планах для спортсменов начальной подготовки, то есть для новичков. Для спортсменов среднего уровня вариация выше. И самая большая вариация – это, конечно, как вы сказали, для продвинутых спортсменов. Объясню почему. Задача начинающих спортсменов – это изучить элементы техники соревновательных упражнений. Сначала мы делаем ознакомление с тем или иным элементом, потом мы его изучаем и добиваемся навыка выполнения этого упражнения. Для того, чтобы это быстрее ускорить, мы каждое упражнение выполняем по 4-6 подъемов в подходе и делаем где-то 4-5 подходов на данное упражнение с весами 50-60% от максимума. Изучив один элемент, мы переходим к другому элементу. Например, это стартовое положение в тяге становой. Как только спортсмен приобрел навык принятия стартового положения, расстановки ног, ширины хвата, метода захвата односторонний или разносторонний, мы переходим непосредственно, например, к тяге с плинтов выше коленей. Это самое простое упражнение в этом упражнении. Изучив и закрепив это упражнение, мы делаем тягу ниже коленей и так далее, пока не дойдет он до тяги с помоста. И так в каждом упражнении. У спортсменов среднего уровня добавляется уже задача, которая является этот навык довести до автоматизма. Здесь уже изучение соревновательного упражнения происходит в целом. И главная задача спортсмена – выявить мелкие или большие ошибки в выполнении данного упражнения и найти такие подводящие упражнения для этого спортсмена, которые помогут ему исправить эти ошибки. У спортсменов же элиты уже, кроме того, что продолжается совершенствование техники соревновательных упражнений, еще добавляется выработка силовых качеств в данных упражнениях, во всех элементах этих упражнений. Например, у четырехкратного чемпиона мира Сергея Мора всегда была проблема в тяге оторвать штангу от помоста. Иногда он так долго на это у него уходило, секунд 5, что думал, что он уже не сможет ее оторвать. Но тяжело оторвав штангу от помоста, он ее разгонял и уже успешно завершал ее. И часто за счет тяги он выигрывал чемпионаты мира и Европы. Ну, естественно, для того, чтобы решить эту трудную задачу для Сергея Мора, отрыв штанги от помоста, я ему планировал несколько различных упражнений, таких как тяга стоя на подставке, тяга до коленей с цепями, тяга в глубину и так далее. Все это помогло улучшить его начальную фазу тяги с помоста. Вопрос. Если у спортсмена есть цель, и если он хочет прогрессировать, позволяете ли вы таким спортсменам на каждой отдельной тренировке самостоятельно регулировать количество подъемов, подходов и интенсивность? Или вы придерживаетесь другой политики? Например, жесткий план, который нужно сделать
во что бы то ни стало. Спортсменам, которые тренируются по моим индивидуальным планам в моем спортивном зале, я сам регулирую нагрузку во время тренировки, в зависимости от их состояния. Если я вижу, что спортсмен легко справляется с весом 80%, почему бы ему и не добавить лишние 5-10 килограммов к этому весу? Бывает и другая ситуация, когда во время тренировки, когда спортсмен делает 85% по 3 раза и при этом испытывает большие трудности, которые приводят к нарушению техники. В этом случае я жестко и даже в приказном порядке заставляю его убавить вес. Почему в приказном порядке? Да потому что многие спортсмены очень сопротивляются убавлению веса. Им хочется поднимать как можно больше, невзирая на нарушение выполнения техники упражнения. Но для меня самое главное – это добиться выполнения упражнения с хорошей техникой. В моей тренерской практике был такой случай, когда Алексей Сиваконь выполнял по плану приседания с весом 80%, 5 подходов по 3 раза. На втором подходе я обратил внимание на то, что Алексей второе и третье приседания не проходят параллель, где-то остается ровно на параллели. Я ему сделал замечание и поставил условие, что если он в оставшихся 3 подходах хоть один раз не присядет ниже параллели, подход не будет считаться. И будем делать следующий подход и следующий подход, пока он не выполнит правильно все 3 приседания в подходе. Алексею пришлось для того, чтобы выполнить это жесткое правило, дополнительно к 3 своим подходам он сделал еще 8 подходов. И только где-то на последних 6-й, 7-й, 8-й подход ему удалось все 3 раза присесть по правилам соревнований. Итого он сделал лишних 10 подходов. Вы скажете, это жестко? Да, я с вами соглашусь, это же жестко. Не жестоко, а жестко. Но после этой жесткости Алексей ни на одном чемпионате мира, на чемпионате Азии во время выполнения приседаний не имел замечаний со стороны судей. Что касается тех, кто тренируется по моим шаблонам, то, как я уже говорил, они соавтором, и я всегда им говорю, что я для вас не генерал, а вы не мои солдаты. И выполнение плана не есть приказом тем, чтобы надо умереть, но его выполнить. План – это всего лишь план, который можно и убавить, и можно прибавить. Поэтому смотрите сами по своему состоянию. Выполняете легко упражнение – добавьте. Но добавьте так, чтобы не искажалась ваша техника. Самое главное, во главу угла стоит техника. Техника, которая позволит на соревнованиях спортсмену отработать все 9 подходов с положительным результатом.